Поворачиваем вот так вот таким вот образом. И сюда. Раз. Приветствую всех. Сегодняшнее видео будет посвящено такой вещи, некоторых нюансах, при которые имеет смысл брать себе на вооружение при монтаже тепловых насосов. Ну, в данном случае речь пойдет о тепловых насосах Panasonic. И речь пойдет о переключающих клапанах. И какие есть решения о перепускных клапанах. И, наверное, о сепараторе шлама и магнетита. Но основной упор будет сделан на переключающий клапан. Для этого я вам сейчас набросал схемку, и чтобы вы понимали о чем пойдет речь. Да? Давайте сначала к гидравлической схеме обратимся, а потом мы уже покажем решения, которые выбраны здесь. Когда используются эти решения? В большинстве своих случаев у нас запроектируются котельные очень маленькие и тесные, или заказчик хочет в котельной еще иметь там стиральную, сушильную машину, какие-то раковины, мебель еще какую-то, и вы очень сильно зажаты в каких-то определенных габаритах. И вот сегодняшний разговор пойдет как раз о том, как умудриться втиснуться в маленькие габариты, и где нужно поставить, ну, скажем так, не такое сложное оборудование, но которое требует определенных, скажем так, ну не то что колхозных решений, а именно приходится там плести там всякие бантики. А чтобы этого избежать, есть решение более простое. Ну что, поехали сейчас посмотрим гидравлическую схему. Я объясню на доске, да, о чем идет речь. И вы это все поймете, и дальше мы уже пойдем физически рассматривать все эти приблуды. Итак, гидравлическая схема, которая применяется в зданиях, где тепловые насосы, в данном случае библоки, да, то есть есть внутренний блок, есть наружный блок, который используется в зданиях. Это такая гидравлическая схема, годится для тепловых насосов. Так, что-то не пишет так хорошо. До 9 киловатт. Это работающие схемы. Я вам уже это видео показывал, где это работает и как это сделано. Я, наверное, поставлю ссылочку. Сможете нажать и посмотреть, как это было реализовано. Значит, имеем внутренний блок. И задача-то какая? Получить не только отопление, но и горячую воду. Для этого требуется установить переключающий клапан. Хочу акцентировать внимание, ребята, вот на этом элементе. Не трехходовой клапан с мотором, который работает там до 140 секунд, а переключающий клапан. В этом прикол. То есть сигнал пошел, запрос пошел на нагрев бойлера, клапан переключился направление теплоносителя. Запрос пошел на отопление, клапан переключился мгновенно, раз, там в течение нескольких секунд, и поток пошел туда. Как это работает? Допустим, нам нужно нагревать систему отопления. То есть вот подающий трубопровод, и теплоноситель движется вот в таком направлении. В таком направлении движется теплоноситель. И на систему, ну, допустим, это будут теплые полы, либо это радиаторный какой-то. И, соответственно, обратка вот таким вот образом движется назад. Здесь находится насос, очень высокопроизводительный. Его производительность в районе 47 литров в минуту. Очень производительный насос. Дальше. Если поступает запрос на нагрев бойлера горячего водоснабжения, тепловой насос отдает команду, закрывает вот эту линию и открывает вот эту линию. И теплоноситель начинает двигаться вот таким образом. Вот таким образом. Через змеевик. И вот сюда и обратно. Датчик, температурный, который установлен и подключен к мозгам теплового насоса, зафиксировал, ну, допустим, заданная температура 53 градуса.
зафиксировал эту температуру. Он закрывает эту линию и открывает эту линию. И у нас начинает идти теплоноситель уже в сторону отопления. Вот для чего устанавливается переключающий клапан. Дальше, раз уж мы на гидравлической схеме, вот еще один элемент. Это перепускной клапан. Давайте я вам физически его покажу. Вот как выглядит перепускной клапан. Со шкалой и с подключением. В данном случае дюймовое подключение. Вот он устанавливается в эту сторону. Обратите внимание, видите, даже стрелочка есть здесь показана. Направление потока. О чем идет речь? Что когда идет запрос на отопление, вот он здесь стоит, у нас теплоноситель движется же не только вот в эту сторону, но и в эту сторону. Ну, условно говоря, это примерно как байпас. За счет вот этой шкалы мы регулируем вот этот проток, вот в этом месте. Но я обычно выставляю приблизительно в районе 200 миллибар. Это опытным путем надо нащупать то необходимое, ту пропускную способность, которая требуется. Вот для чего ставится вот эта штука в данной гидравлической схеме. И обратите внимание, после у меня нету никаких насосов, ибо вот этот насос, который находится во внутреннем блоке, я его вам покажу потом. Он очень производительный, и этого достаточно. В каких случаях из практики вам рассказываю, что если это 9 киловатт, ну что это за здание? Это примерно здание до 180 квадратных метров. То есть 9-киловаттный тепловой насос вытащит это здание по отоплению и горячему водоснабжению легко. Но нюанс в том, что при условии, что здесь будет количество контуров теплых полов до 16 контуров. Это железно он вытащит. А 20 контуров уже нет. Если 20 контуров, то гидравлическая схема сразу же меняется. Тогда подача и обратка подключаются к буферной емкости с этой стороны. И, соответственно, подача и обратка идет дальше. И тогда ставится уже насос, трехходовой, там все дела. То есть, грубо говоря, буферная емкость будет как типа а-ля гидравлический разделитель. При таких раскладах это. Но мы сегодня рассматриваем именно эту тему. Теперь нижний рисунок. То, о чем я вам хочу сегодня рассказать на видео. При условии, что можно приобрести уже готовое решение, да, оно дороже, приблизительно, боюсь наврать, примерно на 150 евро. Оно дороже, чем вот это решение. Но мы сразу же получаем здесь, в этом районе внутреннего блока, возможность легко разрулить всю систему. Вот это сложнее решается. И я вам сейчас покажу видео с предыдущего объекта, как там вот это вот все, скажем так, приходится немножко поднапрячься, чтобы это все грамотно разрулить. И вот сегодняшнее решение, это будет, что переключающий клапан появится вот в этом месте. Вот в этом месте он появится. Здесь внутри. И у нас появится третий патрубок. То есть у нас будет таким образом две подачи. Одна подача на отопление, одна подача на нагрев бойлера, а обратка получится общая. И вот таким образом это все подключается. То есть, опять же, заданная температура, запрос на нагрев горячей воды, переключающий клапан переключает поток, и у нас поток теплоносителя начинает идти вот таким вот образом и возвращаться вот таким образом. Вот таким образом.
Достигли температуру, перекрывается опять канал, и теплоноситель поступает уже вот в этот трубопровод отопления. Да, здесь движения нет. И, соответственно, пошло нагрев отопления, и, соответственно, возврат с обратного трубопровода вот так. Теорию я вам рассказал, теперь давайте посмотрим, как это все выглядит в жизни и что нужно сделать, чтобы эту штуку смонтировать. Значит, давайте теперь рассмотрим это техническое решение. То есть в тот момент, когда вы начинаете приобретать тепловой насос, в данном случае речь идет о Panasonic, да, вы можете в организации, которая вам это продает, обсудить эту, во-первых, начать с гидравлической схемы, послушать технических работников того предприятия, где вы это покупаете, какие есть решения. Да? И вот они вам, допустим, предлагают, послушайте, вот у вас здесь, допустим, тесно, вам надо разрулить. Существует вот такое решение CZ-NV1. Вы приобретаете вот эту штуку, и что мы здесь имеем? Как видите, написано three-way valve and piping kit. То есть, что это? То есть, некоторые трубопроводы, готовые решения. Открываем этот ящик. Ну, давайте начнем с клапана. В комплектации лежит, собственно говоря, сам клапан с приводом и некоторые трубопроводы, которые, ну, это, грубо говоря, как конструктор некий для подключения его в последующем во внутренний блок. Вот такие вот трубопроводы, уже готовые, выгнутые. Дальше мануал, его не выбрасываем. А как нормальные люди, прежде чем что-то ваять, открываем и читаем. Его никто не читает. Да, его обычно, ну, в лучшем случае останется в коробке, а коробка уйдет в мусор. И что еще здесь есть у нас? Это набор сальников, которые в последующем одеваются вот на эти места. Ну, в виде практического занятия вы это все увидите. Сальнички и стяжечка. И, собственно говоря, клипсы, которые крепят, помогают зафиксировать жестко трубопроводы в нужном месте. Помимо всего прочего, монтажная планочка, которая крепится непосредственно к корпусу внутреннего блока и на которую физически прикручивается клапан. Это мы все покажем в жизни как. Есть. Разобрались с этой коробкой. Ее пока откладываем в сторону. И что нам понадобится? Так, это мы тоже убираем. Это нам уже больше не нужно. Начнем с самого начала. Берем шуруповерт или отвертку. Подходим к внутреннему блоку. И давайте посмотрим, что нам тут надо сделать. Первым-наперво нам нужно открутить раз и два винта, чтобы снять крышку. Что мы и делаем. Открутили раз, открутили два. Это взяли в ручку, это снимаем. То есть там такие наверху находятся крючочки. То есть вы сначала тянете на себя, потом кверху. Сняли, поставили винтики. Обратите внимание, они немножко длиннее, чем будут остальные. Не попутайте педали. Кладем сразу же сюда. Разобрались с этим. Дальше нам нужно открутить все, что нам не позволяет добраться до внутренности теплового насоса. Есть. Открываем. Мы еще не добрались до конца. Дальше нужно открутить. Раз, два, три,
Начинаем откручивать. Сюда. Открыли. И вот теперь то, чем мы будем заниматься. Мы будем монтировать вот в данном месте этот переключающий клапан. Собственно говоря, если вы хотите посмотреть, я могу объяснить. Вот он, наш насос высокопроизводительный. Вот вентиля, два вентиля и, собственно говоря, фильтр грубой очистки с сеточкой. Речь сегодня не идет не об этом, мы продолжаем дальше разбирать. Давайте пока прикроем. Тут для нас пишется, да, ребята, будьте очень осторожны, не повредите, не снимите без себе скальп, потому что это тонкий металл, листовой, да, будьте аккуратны. Дальше. Нам нужно открутить в нижней части раз винт, два винт, 3, 4, 5. Что мы и делаем. Винтики кладем на место и снимаем вот эту планочку. Сняли и убираем ее в сторону. Разобрались. Теперь обратите внимание, видите, есть пенопластовая заглушечка. Да? Ее мы банально выламываем. И изымаем. И изымаем. Изъяли. Получили готовое отверстие. Какой шаг мы будем выполнять в последующем? А для этого нам понадобятся кусачечки. Берем кусачечки и обратите внимание вот на эту стяжечку. Мы ее делаем вот так. Чик. Есть. Сняли. Теперь нюансик, который я хочу вас акцентировать внимание. Обратите внимание вот на этот сенсор и на вот эту вот, как бы это сказать, такой зажим, который держит сенсор в гнезде. Сначала вытаскиваем аккуратненько зажим. Он очень маленький и тоненький. Вот я его вытащил. Давайте я вам покажу его физически. Очень часто он выпадает, потом, ходим, ищем, особенно когда мусор на полу, хрен его найдешь. И изымаем вот этот вот сенсор. И его убираем пока вот так вот в стороночку. А эту штучечку вот кладем вот сюда, чтобы ее не потерять. Дальше. Наша задача следующая: изъять вот этот трубопровод. Вот такая вот есть клипса, которая просто банально, вот так вот разжимая, мы ее снимаем и кладем сюда. Дальше вот таким движением руки на себя, опс, вытащили и опускаем ее вниз, опускаем, поворачиваем вот так вот и вытаскиваем его. Так, чтобы не повредить ничего. Оп, есть. Изъяли и откладываем в сторону. В последующем это бесплатное предложение, которое вам остается от Panasonic. Можете ее подписать и положить себе в сервант, где у вас стоят хрустальные бокалы. И сервиз кофейный, которым никогда в жизни не пользовались. Ну так это еще можно отвезти на дачу тоже. Можно сдать в металлолом. Нет, на даче привезти. Это все из меди и латуни. Теперь мы обращаемся к нашему, собственно говоря, набору. Да? Я бы порекомендовал первым делом прикрутить вот это вот крепление. Так, будьте аккуратны, эти винтики. Не так, как у немцев, тут все под счет. То немцы могут положить парочку лишних на всякий случай, если что. Так. Достаем наш клапан.
с приводом. Эта пластина крепится к клапану вот таким вот образом. Вот таким образом. То есть и вы с этой стороны закручиваете два винта и фиксируете жестко на планке сам клапан. В последующем вы вот эту вещь крепите, обратите внимание, видите, вот уже подготовленная площадка с двумя отверстиями. Туда будет ставиться уже прикрученный клапан. Ну, я процесс прикручивания не буду снимать. Сейчас мы это сделаем и продвинемся дальше. Сразу предупреждаю, достаточно плотная резьба, но некоторые усилия придется вам проявить, чтобы применить, чтобы прикрутить это дело. Ребят, я еще расскажу маленький нюансик. Это то, что я сам с чем сталкивался. Этот процесс, может быть, вам удобнее сначала смонтировать планку, а потом к планке прикрутить клапан. Я выбираю такой способ. Это не принципиально. В чем нюанс, что когда вы будете ставить, вам жутко неудобно подлезать вот туда, вот к тому отверстию, прикручивать вон тот винт, да, и он, как всегда, сволочь, блин, падает туда, блин, и вот там начинается целый ритуал, как это дело оттуда изъять, да, или похоронить его там и поставить другой саморез. Я, блин, немножечко проще поступаю. У меня есть вот такая приблуда, да, одеваем ее сюда на отвертку, здесь, чтобы и саморез у меня зафиксирован, да, и я тогда уже там его прикручиваю. Ну, вряд ли у нас это все получится. Значит, заводим вот таким вот образом сам клапан сюда и фиксируем его вот на этой площадочке. Вот обратите внимание, сейчас держу еще, пока не прикручено. Вот, сейчас будем прикручивать. Это, конечно, эти провода здесь. Клапан зафиксирован. И переходим к следующему этапу. Что мы делаем? Мы достаем наши клипсы пока в сторону. Достаем вот эти вот сальнички. Будьте аккуратны, обратите внимание. Видите, здесь есть такие вот маленькие сальнички. Расскажу, для чего они. Не профукайте, не высыпьте. Так, стяжечку пока в сторону. И достаем два сальничка. Достаем вот такой вот элемент и одеваем, видите, пазы, и одеваем. Раз одели, два одели. Это еще не все. Для того, чтобы было грамотно зафиксировано это все там дальше, что мы делаем? Правильно, ребят. Мы берем смазку. Не знаю, что у вас под рукой есть. Ну, что-нибудь мыльное, дабы, когда вы будете вставлять, чтобы сальник не срезало, куда-то не оттопырило. Я использую смазочку специальную для резинотехнических изделий. Лубрикантом это не назовешь, конечно, с запахом клубники, но типа вот такого. Сделали. Это пока в сторону. И у меня там так. И берем, нам понадобится две клипсы. Открываем этот кулечек и достаем две вот таких вот клипсы, положим их там рядышком и идем, собственно говоря, дальше. Значит, обратите внимание, как это все монтируется. Положим пока сюда. У меня все смазано. Я завожу вот сюда. И вон, видите, тот дальний хвост. Не знаю, видно, не видно, но мы будем стараться, чтобы было видно. И вот в этот хвостик это дело раз вставили. И сюда. Раз вставили. Видите, зафиксировано, все вставлено. Потому что мы предварительно все смазали, у нас все четко заходит. Дальше берем клипсу. Грубо говоря, если это флянец. Флянец отсюда должны оказаться вот в этой прорези.
Чик, есть. И, собственно говоря, вот там та же самая история. Чик, есть. Убедились, что зафиксировано. Этот элемент у нас готов. Прошу обратить внимание, чтобы вы там не путались. Вот видите, это же гильза, подготовленное место под тот сенсор, который мы предварительно вытащили. Она должна находиться вот в этом месте. Как вы видите, не забудьте, видите, открытое отверстие осталось. Вот здесь вот. Ну, конечно, лучше его это сделать сразу сначала. Ну, давайте я покажу. Значит, возвращаемся к нашей коробке. И достаем. Это типа а-ля воздушнички. И спускничочки. Достаем вот такой вот элементик и вот такой сальничек. Этот сальничек нужно одеть вот на вот этот вот кончик. Что мы сейчас и сделаем. Раз, готово. И пойдемте, я его сразу же... Это можно было сделать на начальной стадии, пока это все у вас было в руках. И вот в это отверстие резьбовое мы его закручиваем. Конечно, это было бы удобнее сделать сразу. Все, этот узел подсоединили. Теперь начинаем собирать наши подающие линии. Ибо, как вы видите, если помните, на гидравлической схеме рисовал, у нас одна общая обратка, которая приходит через фильтр, и насос вытягивает теплоноситель в сторону теплообменника. Как вы видите, вот еще два элемента. Есть вот такой и есть менее загнутый. Вот мы берем более такой загнутый. Опять же, не поленитесь, вот она инструкция, прочтите ее. Опять берем сальничек, одеваем, одели. Берем опять вот такую вот штучку и такие они маленькие, это капец. Берем опять вот эти два элемента и одеваем вот на этот носик. Опс, есть. И сразу же сюда, вот видите, то, что мы делали внутри, сейчас делаем сразу же. И закручиваем сюда. Закрутили. Берем смазочку. Я бы вам порекомендовал, я говорю настоятельно, что смажьте. Ну мало ли что-то придется потом в последующем разбирать. Да? И с этим элементом, и одна клипса у меня там еще осталась. Что мы делаем? Это мы сейчас собираем подачу отопления. Вот в это отверстие заводим вот таким вот образом. Раз. Теперь верхнюю часть смотрите, как здесь. Раз. Вот сюда, в эту сторону. Прошли. И начинаем ее там пытаться, эту каркалыгу туда засунуть. Толкаем, 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 толкаем. Толкаем, толкаем. Она... Оп, есть. Прошел. Разворачиваем вот в эту сторону. Поднимаем до вот этого отверстия. Подходим. И вставили. Вставили. И опять берем клипсу. И одеваем. Чик. Готово. Собрали этот элемент. Берем следующую трубопровод. И повторяем все ровно то же самое. Сальник. Сальник на этот патрубок. Готово. И остался последний элемент. На ручку его. Опять одеваем. И закручиваем. Готово. Смазали. Смазали.
И поехали. Это вот оно наше новое отверстие. Заводим. Аккуратненько стараемся, конечно. Без каких-либо... Как вы видите, я особо больших усилий не прилагаю. Тут главное попасть грамотно, пройти это отверстие. И пихаем, 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 пихаем. Убираем ручками аккуратненько вот эти все проводочки. И смотрите, куда мы приходим? Вот в это отверстие. Поднаправили. Чик. Готово. Берем скобу. Вернее, как я их называю, клипсы. Берем клипсы. Немножечко приподнимаемся. Вот видите, это то, что я говорю, что вот у меня здесь не попало. То есть надо убедиться, что у вас там все хорошо встало. Позвольте, я тут засуну свое жало. Готово. Теперь мы же изъяли сенсор. Нам его надо вернуть. Вернуть его надо вот в это место. Для этого, вот тут сейчас такой, для моих пальцев это экстремальная вещь. Надо вставить сначала вот эту, сейчас я ее воткну, потом посмотрите. Видите, я вставил вот этот, помните, этот зажим для сенсора сначала. А теперь проводим. И вот этот вот сенсор вот в то отверстие, в эту гильзу так называемую. Чикс. И плотненько, чтобы она встала до конца. Есть. Вставили. И помните, у нас был хомутик. Мы фиксируем его. Ну вот, допустим, вот за этот трубопровод. Вот так вот. Это дело фиксируем. Культура труда. Откусили, чтобы тут ничего не болталось. Вуаля! Готово! Следующее, то есть с этой коробкой мы разобрались. Все, что мы от нее оставим, это вот этот мануал. Уберем ее в сторону. Эту коробку убираем подальше, чтобы не мешалось. Смазка нам больше не нужна. Теперь следующий момент, который нам надо выполнить. Как вы видите, клапан имеет привод. Да? Мы его берем, вот эту вот резиночку снимаем. Этот кабель расправляем. Можно тут как-нибудь... Будьте аккуратны, видите, тут куча сенсоров стоит, нечаянно не вырвите что-то, да, потом иначе будете гадать, что там, да как у нас пошло не так. Проводим его сюда. И с небольшим запасиком его оставляем. И вот этот вот кабель заводим вот в это отверстие. Понятное дело, что в идеале, ребят, чтобы вы это еще здесь этот кабель зафиксировали такими же стяжечками. Ну, я на этом внимание не буду акцентировать, просто расскажу, что это было бы здорово сделать. Дальше что мы делаем? Мы закрываем вот эту коробочку и фиксируем ее, чтобы она у нас в последующем, на данном этапе, больше нам туда лазить не надо пока. И мы начинаем, зафиксируем, значит, это 3 самореза, по-моему, если не память не изменяет. Это верхний по центру и 2 по углам. Есть. Без фанатизма. Зафиксировали. Теперь обращаемся к инструкции. Ладно, я это могу сделать и так, но чтобы
То есть это не какая-то бесполезная бумага с надписями. А это то, что вы же это смотреть все не будете, правильно? Проще же посмотреть, как это кто-то уже прошел и показал на видео. Поэтому здесь все подробно. Вверх ногами показал. Здесь все подробно показано и рассказано. Весь этот процесс, то, что я вам и рассказывал. Это вот она комплектация. И вот она последовательность шагов. Да. Видите, я пальцами вылавливаю. Тут нарисовано, ножом надо. И в мусорник выбросить. Вот. И в последующем вот эта вся последовательность действий вам указана. Да. То есть и сальнички, и все тому подобное. И теперь нас интересует вот эта схема. Обратите внимание, здесь указано место подключения на основной плате теплового насоса вот этого переключающего клапана. То есть цветовая дифференциация тут тоже есть. Единственное, что вы видите, ну он реально, я, конечно, дальтоник, блин, да, но это явно, что не браун, не коричневый. Черный и синий. Синий это всегда будет 0, а эти, соответственно, два клапана, либо переключение в одну сторону, либо переключение в другую сторону. Судя по схеме, нам указывается, что black это open, brown это close. Значит, давайте, вот он пришел наш кабель, и давайте я вам покажу, куда это дело подключается. Итак, проложили кабель вот так аккуратно. Лично я не могу, меня бесит, я когда куда-то лезу, если, блин, вот эти вот такие вот паутины проводов тут болтаются, это все мешает, раздражает. Ну, ладно, это старческая уже раздражительность. Итак, наша задача, вот она основная плата теплового насоса. И если обратиться к инструкции, он указывает место подключения вот это. Freeway вальвы. Соответственно, как вы видите, каждая клемма подписана. 0 это вот это. Я без очков. Ага. Open посередине. Close это. Обращаемся к мануалу, на котором написано, что, видите, написано, открой книгу и разуй глаза. Three-way вальвы. Указано место. Blue нейтраль, black open, brown close. Просто и незамысловато. Инструкции, ребята, не просто так пишутся. Потому что делать нечего, просто бумагу переводить. Поэтому мы начнем это сейчас дело, все подключим. Собственно говоря, все подключение согласно инструкции. Синий нейтраль, black. Это у нас получался black у нас получался open, открыто, brown, ну да, вот такой цвет у них brown, это close. И, собственно говоря, ну и вот кабель, понятное дело, грамотно уложить здесь, зафиксировать его на крепление, чтобы это все не болталось. И, собственно говоря, на этом монтаж переключающего клапана и подключение его к основной плате теплового насоса, собственно говоря, и закончен. Вот и весь разговор. Ну раз уж мы сюда полезли, и в данном случае это открыто, хотелось сразу же бы акцентировать на таких вещах. Это то, что сталкиваешься с чем где-то возникают большие вопросы или какие-то совершаются глупые ошибки. Значит, если у вас 9-киловаттный, до 9 киловатт тепловой насос и трехфазный, значит вам от электрощита, где вот в последующем, вот допустим, здесь будет электрощит, отсюда в зону теплового насоса я рекомендую всегда, не надо подводить, что тут выгадывать, и стенка заштроблена. Лучше сделайте, сведите с крыши, с потолка. Пускай свисает кабель в зоне монтажа внутреннего блока. С таким запасом, ну вот,
грубо говоря, от потолка до пола. То есть вам по-любому хватит этого кабеля, чтобы завести его сюда и подключить сюда. А то бывает такое, что иногда начинаешь, лазить, чтобы хоть чуть-чуть натянуть. Как будто вот пожалели там лишние 10 сантиметров. Итак, если это 9 киловаттный, вам нужно в зону теплового насоса подвести 5 жил сечением 2,5. Раз. И 3 жилы сечением 2,5. Как вы видите? Считаем жилы. Земля. Раз, 2, 3, 4, 5. 5 жил, 2,5 квадрата. Считаем. Раз, 2, 3. 3 жилы, 2,5 квадрата. Это от электрощита в котельной к внутреннему блоку. От внутреннего блока к наружному 6 жил, 2,5 квадрата. Ну, не можете найти кабель, который шестижильный, можете использовать 2 трехжильных. Главное, там педали не попутайте. У вас появится по 2 цвета одинаковых, да, то есть последовательность, как вы здесь подключили, соответственно, подключите и там. Считаем. 5 и земля. 6. 5, 6. Рассказал про это вам по ходу движения. Давайте я просто зафиксирую сейчас крышку, чтобы тут скальп себе не снять. Не зря вот это пишется, у меня уже были прецеденты. Ну давайте, значит, я соберу его сейчас и продолжим. Еще немножечко вам осталось потерпеть меня. Ну вот я все собрал. Как вы видите, несложного ничего нету, пугаться этому не надо. Да? Данный этап решен. И обратите внимание, помните, у нас в начале была подача и обратка. Теперь у нас появилась еще одна подающая линия. И давайте на гидравлическую схему посмотрим. Вот то, что у нас было, подача и обратка. Да? И мы ставили отдельно стоящий переключающий клапан с приводом, который уходил теплоноситель на подогрев бойлера. Теперь у нас получилась вот такая картина маслом. И, собственно говоря, вот здесь вот это и будет реализовываться. То есть, о чем я хочу сказать вам, что в правую сторону, как вы видите, у меня пошла буферная емкость, и это будет система отопления. В левую сторону у меня вот здесь будет стоять бойлер горячего водоснабжения. И моя котельная, не моя котельная, котельная заказчика будет иметь вот такие вот габариты. Да? Что, и вот в чем еще прелесть, что вот эти вот, как бы вам сказать, мы исключаем в большинстве случаев, ну, по крайней мере, сводим к минимуму вот эти перепрыгивания через трубопроводы. Да, вот такие вот вещи. Ну, здесь в данном случае ты этого не избежишь, один он такой будет. Вот. И все зависит еще от того, что, когда я всегда говорю вам, что так это, давайте вяжемся в драку, а потом будем разбираться. Если вы хотите, чтобы у вас получилась красивая, помимо того, что работающая, но еще и красивая котельная, нужно, конечно, изначально делать все по-людски. И я всегда говорю, что если такая возможность существует, то вот в данном случае вот 2 трубопровода, подающая обратная линия от шкафов теплых полов. Их здесь будет, их сейчас здесь 2 физически. Вот они. Один. И точно такой же находится во втором помещении. И третий шкаф появится. Это будет перспектива, что в последующем, там, сейчас там ничего делать не будут, но раз, чтобы потом не вмешиваться в систему отопления, будет сделано сразу же 2 отвода с 2 вентилями, подготовлено место для, условно говоря, на чердачном перекрытии будет выделено небольшое помещение, в котором тоже будут теплые полы. Вот, собственно говоря, рассказ, который был про клапан. И раз уж мы стоим около теплового насоса, я расскажу еще о некоторых узлах и элементах, которые имеют смысл применить и которые в виде рекомендаций, по-моему, просит тот же Panasonic. Что о чем идет речь? Это одно из обязательных условий. Это сепаратор шлама и магнетита. Ну, в данном случае это Vortex. Вот он, магнитный фильтр. Вы скажете, современные системы отопления имеют
пластик пластмассовый, пластиковый, там, или это ППР будет, или это будет металлопластик, или это будет ПЭКС-труба, да? Откуда взяться магнетиту и шламу? А вот он, пожалуйста, буферная емкость. Внутри это металлический цилиндр, который ничем не защищен. Открытый металл, раз. Расширительный бак на системе отопления, та же самая история. Вот оттуда это может появиться. И, соответственно, для этого требуется, просит, рекомендует устанавливать Panasonic магнитные клапана. В тепловых насосах All-in-One у Panasonic они уже по дефолту, вот там, помните, я вам показывал фильтр, там уже он магнитный. В данном, тогда, если у вас система All-in-One, вот эта штука не нужна. Я сталкивался с тем, что, грубо говоря, магнитный клапан на магнитный клапан ставили. Да? Вот поэтому на обраточку с двумя вентилями, с американкой, вернее это полуамериканка, устанавливается. Потому что если, почему идет речь о полуамериканках? Тут видите, получилась полуамериканка на полуамериканку. Мало ли что-то с этой штукой произошло. Снять. Закрыли, скинули давление, открутили, убрали. Мало ли что-то произошло с этой штукенцией. Закрыли, открутили, сняли. И вот таким вот образом у вас должно получиться перед началом монтажа котельной. Два подающих вентиля, один ответственный, это теплоноситель, будет двигаться в сторону бойлера горячего водоснабжения, второй теплоноситель будет двигаться в сторону отопления. Ну и, собственно говоря, общая обратка. И немножечко, раз уж мы здесь толкаемся, опять повторюсь про эту буферную емкость. Если в ее необходимости или нужна она вообще или нет, я вам расскажу. Значит, если у вас система отопления, неважно, это радиаторные или теплые полы, будет в последующем автоматизироваться, то есть будете устанавливать сервоприводы, будет некая автоматика, будут комнатные термостаты, есть велика вероятность, что в какой-то момент все контура отопления будут закрыты. Скажете, такого не бывает? Бывает. Пойдет запрос на оттайку, где тепловому насосу взять вот неопределенный минимум теплоносителя, который ему необходим. Негде. Поэтому, если вы автоматизировать ни при каких условиях, просто не собираетесь, все, это вот зуб даю, мамой клянусь, не буду. Да? Тогда, в принципе, необходимости в этом нету, потому что этот необходимый объем он возьмет от теплых полов. Либо в противном случае, даже если будет автоматизироваться, вам 30% надо обеспечить постоянно открытых контуров. Вот и вся история про буферную емкость. В принципе, 50-литровая буферная емкость на все случаи жизни. Она даже, в принципе-то, и не обозначается. Все, что до 50 литров, это не буферные емкости. Уже 100 литров, это уже буферная емкость. И тогда, вот обратите внимание еще раз, ну раз мы тут прошли про эти нюансы, давайте я их проговорю. Есть возможность установить сенсор, который в последующем подключается на дополнительную плату, если будет сенсор. В данном случае в нем нет никакой необходимости. Ну вот такой рассказ, ребята, с некоторыми деталями и подробностями. Если у вас какие-то возникли вопросы, ну пишите в комментарии, по мере возможности буду стараться на них отвечать. Спасибо вам всем за внимание. Не забывайте, продавить там все эти кнопки, колокольчики, лайки или дизлайки. Мне без разницы. Отписаться в комментариях. Это на самом деле помогает продвижению канала. И его тогда пытаются хотя бы подкинуть, если большая активность, подкинуть его в рекомендованные. Спасибо вам еще раз за внимание. Пока.